Всем привет! Приобрел себе новую камеру Razer Kiyo и решил поделиться с вами. Может быть, такая камера кого-то еще заинтересует. Давайте ознакомимся с теми характеристиками, которые нам предоставлены. Приобретал я в нашем магазине электроники в DNS. Что тут заявлено: веб-камера Razer Kiyo проводная 4 мегапиксель 1920 на 1080. На момент покупки, то есть 22 апреля, она стоила у нас 10 200, грубо говоря, файлы, инструкции и так далее и тому подобное. Давайте откроем и посмотрим, как это все и что оно из себя представляет. Ну и я еще обещаю, что покажу, как оно выглядит во время работы, сама картинка, ну и как это внешне выглядит. Итак, мы распаковываем. Вот оно у нас все по порядку. Вот в такой коробочке у нас она. Тут у нас написан производитель. Ну, в общем, Китай. Грубо говоря, да? Тут даже написано, что, где. 2020 года. Долго же надо нашла. Такой упаковки. Вот так, типа, это у нас внешне, да? Это, наверное, вот этот белый круг подсветка или что-то в этом духе. Посмотрим. Давайте, вот тут видите значок. Стримерские значки. Вот тут опять-таки рассказано. Написано многоступенчатая кольцевая подсветка высокой четкости 720p, частотой 60 кадров в секунду. Я думаю, мы подключим к моему телеку и посмотрим, есть ли такое самое разрешение на самом деле. Так. Ну и вот так вот у нас нарисовано. И можно переносить. У нас мануал. Тут у нас расположен. Не судите строго, первый раз какими-то распаковками занимаюсь. Инструкция у нас тут имеется. Плохие новости, ребята, тут ни слова на русском. К сожалению, нету. А нет, знаете, есть. Я вас обманул. Есть, вот видите, написано Full HD 1080, позволяешь снимать в четкости. Ну там написано 720, тут 1080. Кто-то нас обманывает. Вот мануал. Да, знаете, мне почему-то казалось, что русского нет. Русский есть. Вот такая штучка. На иностранном. Тут вообще предлагают, короче, подписаться на их YouTube канал. Из того, что я понимаю. Наклеечка. Вот такая классная наклеечка. Не знаю, она мне в принципе не нужна. Давайте, если под этим обзором будет у нас там 10 лайков, я разыграю вот эти наклейки. Да, разыграю. Каким образом это? Ну, рандомайзер какой-нибудь. Вот смотрите, а вот так у нас выглядит вот такая. Сравните это с моим маленьким глазком. Ой. В смысле, с моим глазком камеры маленьким, который вот у меня. И вот только тут плотный, знаете, ребята, достаточно плотный поролон. Что хочу сказать, это вот так это достается, да? Вот так это выглядит. Она вот так вот у нас подразумевает штатив, что можно туда его будет прикручивать. К сожалению, штатива у меня нет, да, ну вот давайте как-то его вот так вот расчехлим. Вот так вот его можно. Но я уже приноровился, я на самом деле открывал. Конечно, открывал, мне интересно было. Вот ее можно как-то Тут у нас вот такая. Вот видите, тут это, в общем, материал не просто вот отклеится, это липучка такая, да? И вот тут его можно прилеплять. Вот так это внешне поролон, знаете, ну, запаковано. То есть, если бросать в стену, то, в принципе, выдержать должна. Ну, мне, на самом деле, я не вебкамщик какой-то, мне камеры этой вполне хватит, вот так вот. И для тех, кто не понимает, а что вот это вот за такое, это регулятор. Можно будет яркость настраивать. То есть вот такая штука.
Вот такой, такой комплект, тут заглушка даже, вот видите, на провод, чтобы, не дай бог, что-то не попало. Давайте ее подключим, посмотрим, как. Итак, вот хочу показать, как это внешне будет выглядеть. Да, вот у нас вот так вот она ярко горит. Чтобы вы не видите, еще плюс у нее достаточно большой угол. Ну и вот, видите, да, какая вот она. И вот эта вот родная камера, видите, просто мышиный глаз. Да, и тут есть микрофон, я про это не сказал, но ну, микрофон такой себе посредственный. Это, знаете, на тот случай, если, блин, надо что-то там где-то что-то и на микрофон этот. На него можно записывать, но я бы, наверное, не рекомендовал. Это у нас финальная часть обзора на эту камеру. Для тех, кто не понимает, что происходит, завтра выйдет обзор. Я приобрел новую камеру. Razer Kio называется. Ну и думаю, если сам обзор наберет 10 лайков, то мы разыграем вот эти наклейки. Ну, они мне не нужны, а тут змеи, драконы какие-то, я не знаю, что-то через какой-нибудь там рандомайзер и так далее, и тому подобное. Что хочу сказать по камере. Автофокус, вы видите, что она меня фокусирует. По какому принципу он работает? Ну, но работает, видно, да? Выхватывает что-то, это самое, вот тут регулятор есть, можно настраивать. Лично для себя я добился такого эффекта, что вот как я есть, вот таким меня камера и передает. Вот эти вот с хромакеем, вот эти все истории по 300 лет, когда настраиваешь, чтобы вот это синюю тряпку захватывало. А сейчас, вот видите, вот какого цвета футболка, такая она и есть. Какого цвета кожа, такая она и есть. То есть только есть одна непонятка, там 720 написано, да, а тут 1080, наверное, все-таки 1080. Я думаю, этот кусочек я тоже добавлю к обзору, сможете оценить, как это там, ты 1080 или 720. 10200 такая штука стоит. Я хотел какую-то камеру, знаете, ну, может быть, Full HD, 4К, так подумал, а нахера мне что, я что, вебкам-модель, что ли, какая-то, что мне такой четкости камера. Для стриминга, да и этого хватит. Если заморачиваться с каким-то видеорядом, так тогда лучше подкопить, в следующий раз взять карту видеозахвата и все. А не какую-то супермощную веб-камеру брать. Привет. Так что смотрите завтра обзор. Я, знаете, впервые для своего канала сделал что-то новое. Я снял распаковку. Может быть, мы еще что-нибудь будем покупать и распаковывать. Не знаю, конечно, если первый блин комом получился, то не судите строго. В общем, все это дело смотрите завтра. А для тех, кто хотел оценить, как вот картинку с камеры, вот вы это видите, камера время от времени меня приближает, как-то что-то там подстраивается. То есть автоматика, в принципе, работает. Так что, кто хочет вот эти наклейки, если 10 лайков завтрашний обзор наберет, то разыграю. Не знаю, как разыграю, ну, это мои проблемы, разыграем как-нибудь. Итак, у нас сейчас 9 часов ночи, естественно. Вот вам ночная вклейка из ночной съемки. Но за счет того, что этот ореол освещается достаточно неплохо, меня хорошо, неплохо видно. Ну и поехали дальше. Продолжаем обзор этой камеры. К ней идет один софт для оптимизации ваших игр. Вот мою систему эта программка проанализировала. Можно очистить, оптимизировать. Я это сейчас и сделаю. Ну и второй, собственно, софт для настройки вашей камеры или устройства от Razer. Она сразу находит, что в системе есть. И можно посмотреть. Вот давайте воспользуемся этим. Вот я. И тут можно по умолчанию сделать холодный, к примеру, да, вот так вот оно будет. В зависимости от ситуации, да. Холодный, там, яркий, теплый.
Ну, допустим, ну и так слишком ярко. Можно взять холодный, поставить. И вообще без всяких проблем. Либо можно поставить просто автоматически, и это как бы, ну, наверное, холодный, да, для текущего момента. И тут сможете все настроить под трансляцию, да, чтобы не настраивать отдельно ВБС, прямо там настроить. Так. Вот видите, сканирование было в пределах 10 минут, учитывая, сколько там игр, на сколько гигабайт там игр. Освобождено почти 15 гигов. Ну, неплохой результат, учитывая, что игр, наверное, почти на терабайт. Ну, и я думаю, чтобы подытожить над этим всем, я, наверное, когда стемнеет еще ночную съемку с этой камеры вклею, чтобы вы понимали, что это, как это, стоит ли, как бы это, в какое это время стоит брать, стоит не брать, в какое время суток. Вообще там было написано, что типа ночью тоже она нормально работает, но мы будем проверять, конечно. Причем вот эта программка для оптимизации игр, она собирает всю вашу библиотеку, да, наподобие как NVIDIA, и вы, играя в эту игру, сможете потом через нее запускать. Складывается таблица FPS. Ну и знаете, как-то я заметил, знаете, играется получше. Хотя это может быть визуальное впечатление, но через оттуда можно будет сразу запустить, как через NVIDIA, да, то же самое у них есть. А на этом все. Не забывайте подписаться на канал, ну и написать комментарий. И напоминаю, что мы разыграем эти самые наклейки, если наберется 10 лайков.